Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы поговорим о предлогах. Предлоги – это специальные слова в русском языке, которые связывают другие слова. Они обозначают отношения между одним и другим словом. Обычно предлоги идут после глаголов, но могут идти и после существительных, прилагательных и так далее. Предлогов в русском языке очень много. Просто предлог, один предлог без других слов мы не можем говорить. Предлог идет всегда вместе с другими словами. В этом видео мы будем говорить только про предлоги времени. Временные предлоги или предлоги, которые показывают нам время. Временные предлоги, предлоги времени, указывают, конечно же, на время. И начнем это видео с предлога «в». Очень известный предлог «в какое время». Это будет у нас предлог «в» с винительным падежом, когда мы указываем день недели или временной промежуток. В среду мы поедем в Москву. Они вернулись из Петербурга в понедельник. В каком периоде? Это у нас уже предлог «в» с предложным падежом. В данном случае мы указываем месяц, год или век. В 20 веке была революция в России. В 2020 году началась пандемия. Следующий предлог – около. Около какого часа или около какого периода времени. Родительный падеж, когда не можем указать точное, конкретное время. Давай встретимся около 2. Мы пошли в кино около 6 вечера. Далее, предлог «за». За сколько времени? Это будет у нас тоже винительный падеж, когда мы указываем на время, которое нужно для достижения результата. Мы успеем пообедать за полчаса. Они доехали до дачи за 3 часа. Предлог на сколько времени. И тоже употребляем с винительным падежом, когда указываем на время пребывания там, куда вы приехали или планируете поехать. Я взял книгу у друга на неделю. Я планирую, что эта книга будет у меня неделю. Или мой друг взял отпуск на месяц. Он планирует месяц отдыхать, быть в отпуске, не работать. Предлог к какому времени. И это у нас дательный падеж. Когда указываем время, к которому необходимо закончить, завершить какое-либо действие. Нам нужно вернуться к концу недели. Или приезжайте в гости к обеду. Предлог через какое время. Тоже винительный падеж. Давайте этот предлог сразу разберем с предлогом после, предлогом родительного падежа. Мы встретимся с ним через минуту. Я уеду из города после работы. И предлог через, и предлог после показывает на событие, которое будет потом, после, через какое-то время. Далее, тоже 2 предлога. До или перед. До – это предлог родительного падежа, перед – предлог творительного падежа. До какого-то события, перед каким-то событием, когда что-то происходит раньше. До Нового года остался только месяц. Перед выходными мы много работали в офисе. Предлог при, предлог предложного падежа или предлог во время, родительный падеж. При Петре I началось строительство города Санкт-Петербург. Во времена Пушкина дуэли были запрещены. В конце давайте добавлю еще несколько предлогов, которые показывают промежуток времени. С какого-то момента до какого-то момента или с какого-то момента по какой-то момент.
С утра до вечера мы смотрели фильм. С 1 по 9 число мы будем в городе. Итак, в русском языке много предлогов. Иногда предлоги могут показаться очень трудными, непонятными, потому что какие-то предлоги мы используем сразу с 2 или даже с 3 падежами. Рекомендую учить предлоги по значениям, как, например, в этом видео я вам рассказала про предлоги времени, или учить предлоги по каждому падежу, чтобы знать, в каком падеже какие предлоги могут употребляться. И еще один вариант, как учить предлоги: запоминайте их в контексте. Сразу учите предлоги в ситуациях, в примерах, которые реально существуют. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях и пока-пока, до скорой встречи!